Фуэртевентура – это один из испанских островов Канарского архипелага, который расположен всего в 100 километрах от побережья Африки. Песок сюда сдувает сильные ветра прямо из пустыни Сахара. Символом острова является коза. Этих рогатых здесь больше, чем местных жителей. Соответственно, на острове много видов козьего сыра. Сегодня я поделюсь с вами историей острова, чем Пуэрто привлекает туристов и какие секреты могут быть скрыты от глаз. Для начала отправимся в музей недалеко от Бетанкурии, чтобы подробнее узнать о самом острове. Фуэртевентура имеет вулканическое происхождение, однако как именно появился остров, ученые спорят до сих пор. В музее было представлено 4 варианта происхождения острова. В какой вы верите больше, пишите в комментариях. Пуэрто является самым старым островом Канарского архипелага, самым засушливым, а также вторым по величине после Тенерифе. На острове за все время его существования зарегистрированы многочисленные извержения вулканов. Всего было обнаружено 24 вулканических конуса. Самой высокой точкой Пуэрто является пик Зарза. Из-за засушливого климата на острове немного растительности. Разнообразием может похвастаться разве что кактус или пальма. Из фауны можно выделить разные виды птиц, например, канарскую красотку, буревестника, малую цаплю и так далее. Вымирающим видом птиц является канарский гриф или стервятник. С момента прибытия человека на остров были завезены многочисленные домашние виды – козы, ослы и собаки. Первобытными жителями Пуэрто являются махареро. Их лодки коснулись острова в середине первого тысячелетия до нашей эры. Они занимались животноводством, рыболовством и сельским хозяйством. До прихода европейцев остров был разделен на 2 коренных королевства. Одним правил Гиза, а другим Айосе. Статуи королей можно также найти на острове. Королевства были разделены стеной и назывались Максарата и Хандия, а сам остров носил название Эрбания. Завоевание островов началось в 1402 году под командованием норманнов Жана де Бетанкура и Годифера де ла Саль. В 1404 году Бетанкур и Годифер основали Бетанкурию, долина которой стала первым поселением на острове, а затем столицей. Остров преследовали различные пиратские набеги. В 1593 году на остров вторглась Берберская экспедиция, разрушившая Бетанкурию. На острове были найдены десятки пещер, где пираты отдыхали от длительных морских приключений и кровавых битв. Пещеры расположены в приморской деревне Ахуй, на западном побережье Фуэртевентуры. Добираясь до пещер, можно увидеть самые старые ископаемые дюны на острове, сформированные из затвердевшего песка, состоящего в основном из органического материала, о чем свидетельствует наличие морских окаменелостей. Переместимся в дом, где раньше жили коренные жители Фуэртевентуры – махарерос. Они вели скромный образ жизни и довольствовались тем, что имели.
Вот такое приспособление было в домах, чтобы извлекать питьевую воду. Таким рукоделием занимались женщины. Только посмотрите на эту кропотливую работу. Из пальм и кустарников люди делали корзины, обувь и многие другие вещи, которые могли бы пригодиться в быту. Владели махареросы знанием обжига и создавали глиняные горшки. Это приспособление называется тахона для шлифовки зерна. Использовалась она в безветренные периоды и приводилась в движение верблюдами, лошадьми или ослами. Ветряные мельницы Молинос стали еще одним шагом в эволюции систем измельчения. Они появились на острове в XVIII веке. Молины сыграли ключевую роль в жизни махарерос, поскольку использовались для добычи воды и помола зерна. Конечным продуктом являлся гофья. Гофья – один из основных столпов канарской культуры, основной продукт питания в период изобилия и дефицита. Существует множество видов гофью – из ячменя, проса, пшеницы, рия. Гофья из нута и из семян лебеды – два самых старых известных сортов. Гофья был одним из основных продуктов питания до, во время и после войн, поскольку это был один из немногих продуктов, которые можно было найти в канарских домах. Приезжая в Фуэртевентуру, обязательно стоит добавить в рацион свежую рыбу и белое вино. Типичным блюдом острова является соленая картошка папас аругадос. Ее подают с различными соусами мохо. Если любите козий сыр, не упустите шанс попробовать его здесь, в Фуэрте.
В общем, если вы будете на Канарских островах, обязательно возьмите бутылочку вина, которое называется Ланзаротте. Оно может быть разное, это просто бутылка пример, но, в общем, обязательно возьмите и насладитесь вином, канарским вином на Канарских островах. Бонусом нашей поездки стал уникальный пляж, камни которого похожи на попкорн. Точно неизвестно, как именно океан вытачивает из камней именно такую форму. За свою необычность эти камни приравниваются к кораллам, и их запрещено вывозить. Этот же пляж славится самыми высокими волнами на всем острове. Здесь катаются профессиональные серферы. Фуэртевентура – необыкновенный остров со своей историей и тайнами. Люди приезжают сюда отдохнуть душой, искупаться в океане, погулять в песочных дюнах, зайти на вершину вулкана и почувствовать себя частью мира Канарских островов. Надеюсь, вам понравился остров. До скорых встреч!